А условия, сами видите, непростые. Сегодня плотный утренний туман. И сейчас мы проверим, насколько он плотный, насколько он глубокий. Сможет ли дрон его пробить. Ну и полетаем, может, над туманом. Может быть, все-таки есть сверху солнце. Сегодня обещали хорошую погоду днем. Ветра практически нет, штиль. Поэтому у нас есть возможность полетать в таких интересных условиях. Раньше тут было большое футбольное поле, и сейчас здесь тоже большое футбольное поле, но его огородили таким забором, поэтому попробуем прямо тут на краешке. В принципе, здесь гарантированно нет ни проводов, ни других каких-то объектов, которые нам могут помешать, поэтому отличное место для того, чтобы запустить коптер и проверить. С батарейками у нас порядок. Если я запускаю с ограниченной площадки, типа с ящика, коптер, то я расправляю ему пропеллеры, чтобы в первый момент не создавалось лишних вибраций. Все, поехали. А с высоты 50 метров я уже вижу сам дрон. Вот он опускается. И целится он уже немножечко не на коробку. Достаточно быстро. Это надо видеть, как он разгоняет листья красиво. Отличный вентилятор такой. Сейчас посмотрим, как он работает у нас в динамическом режиме. Так, а что-то случилось? Ха-ха, я переключился в динамик трек, и дрон перестал меня видеть. Потеря связи. Что случилось? Вот это интересно. А ну-ка, на пульт при этом коптер реагирует, а приложение он потерял. Вот это фишка. Камера отключена. Что случилось с камерой? Вот такой неожиданный поворот у нас случился. Отключилась камера в момент перехода в динамик трек. Что случилось, непонятно. Попробую сейчас перезагрузить его и попробуем еще раз. О, винты прямо обросли корочкой льда. Она достаточно такая толстая. Все это хорошо видно. На эту тему у меня есть хороший ролик, где я подробно рассказал про условия, в которых возникает обледенение, и последствия, которые вы можете получить в итоге. Поэтому рекомендую посмотреть, чтобы летать безопасно. Короче, все ножки мокренькие, прямо здесь, а вот здесь лед прямо кусками такими огромными намерз, удивительно. На ногах тоже нарастает, короче, не просто вода, а именно лед. Поэтому прежде чем дрон сложить, надо все это дело очистить, чтобы у нас не таяла вся эта шняга в нашей упаковочке. Ну и самое интересное, что у нас получилось, это то, что при переходе в режим динамик трекинга дрон решил погасить камеру, хотя управление у нас сохранилось, но камера отключилась, и обратно включить я ее не смог. Попробуем перезагрузить дрон и посмотрим еще раз. Так, ну слава богу, камера включилась, значит все в порядке. Как-то поменялось немножко
приложуха. А, это панорама, потому что переходим в ручной полет. В ручном полете все в порядке, взлет. И еще раз проверим режим Dynamic Tracking. Что у нас случилось после перепрошивки, я так и не понял. О, сейчас все в порядке вроде бы. Но меня дрон... почему-то... При этом у меня отключены все настройки по цветам. У меня стандартный цвет. Все отлично. Но режим Dynamic Tracking не хочет работать. Дрон видит меня и тут же теряет. Хотя и контрастность нормальная. А как же насчет гиперлапс? Нет, даже не гиперлапс нас интересует, а умная орбита. Вот что интересно было бы. Так, умная орбита. Smart Orbit. Борода. И умная орбита работать отказывается. Ну что же, Дронни, придется перепрошивать тебя. Последовало предупреждение о низком заряде батареи, поэтому на этом мы заканчиваем сегодняшнюю короткую проверку. И попробуем сделать откат прошивки на более старее версии 25, которая была. С которой я перепрошился на более свежую. Все, до новых встреч. Пока.